Как исполнить свое желание с помощью визуализации? Готовый план и разбор ошибок. Визуализация – один из самых эффективных способов исполнить свое желание. Но если вы думаете, что тут нужен какой-то особый талант, то это не так. Умение воображать уже есть у вас от природы. Осталось получить пошаговый план и провести работу над ошибками. Чужими, конечно. Я уже говорила, что визуализировать, как и мечтать, умеют все. Но почему не у всех получается визуализация желаний? Самые частые проблемы звучат так. Не получается представить в уме картинку. Закрываю глаза и ничего не вижу. Что-то вижу, но не четко. Не могу представить детали. Картинку вижу прекрасно, но визуализация желания в итоге все равно не работает. Чтобы понять, откуда берутся эти проблемы, давайте вспомнить, что такое визуализация желаний и как она работает. Не забудьте отправить это видео тому, кто так же, как и вы, мечтает изменить свою жизнь в лучшую сторону. Визуализация – это самый простой способ исполнить свое желание. Визуализация – это воображение, представление с закрытыми глазами какой-то ситуации из своего будущего, которую вы хотели бы реализовать. В этой воображаемой ситуации могут участвовать люди, предметы или события. Вам ведь приходилось мечтать, верно? Визуализация похожа на мечтание. Разница лишь в том, что мечтаете вы неосознанно, а визуализируете целенаправленно, нужное количество раз и по определенной схеме. Во время визуализации ваша мечта превращается в конкретное намерение, которое затем реализуется в вашей жизни. В то время как процесс обычного мечтания редко дает ощутимые результаты. Закон притяжения – это один из законов Вселенной, существующий независимо от того, верим мы в него или нет. Благодаря закону притяжения мы привлекаем в свою жизнь то, на чем сфокусировано наше внимание. Другими словами, вы можете исполнить свое желание, причем любое, если сумеете его себе вообразить и какое-то время удерживать этот образ в ваших мыслях. Именно поэтому визуализация считается одной из самых мощных техник исполнения желаний. Вы можете с нуля материализовать все, что угодно, притянуть любовь, деньги и здоровье, привлечь в свою жизнь конкретных людей и даже изменить их характер и отношение к вам. Вы можете вообще все. Никакой магии. В работе закона притяжения задействованы вполне реальные физические процессы, например, формирование новых нейронных связей в коре головного мозга. Этот факт получил подтверждение в интересном научном эксперименте. Эксперимент, о котором пойдет речь, описан в книге «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Ее автор – американский исследователь биохимии мозга и работы подсознания Джо Диспенза. Во время эксперимента две группы людей в течение 5 дней разучивали фортепианные упражнения. Разница была в том, что в первой группе участники действительно нажимали на клавиши фортепиано, а во второй лишь воображали этот процесс. Диспенза назвал это мысленной репетицией. Оказалось, что во время настоящей игры и мысленной репетиции в головах испытуемых происходят одинаковые процессы. Сканирование выявило активность в одной и той же зоне мозга у всех участников. Причем и у настоящих пианистов, и у воображаемых оказалось почти одинаковое количество новых нейронных связей. О чем это говорит? При мысленной репетиции какого-либо действия, то есть когда мы неоднократно представляем себе процесс его совершения, нейронные связи перестраиваются в соответствии с нашими целями. Мы можем сделать свои мысли настолько реальными, что изменения в мозгу будут такими же, как если бы это событие уже произошло в действительности. Цитата Джо Диспенза. Но каким образом эти изменения мозга позволяют нам исполнить свое желание? Давайте разбираться. Как визуализация желания притягивает реальные события в нашу жизнь? В этом тоже нет ничего мистического. Согласно исследованиям Джо Диспензы, когда мы долго сосредоточены на одной идее, наш мозг перестает отличать мысленную репетицию от реальности. Вот что при этом происходит. Первое. Изменение мозга на уровне нейронов, разрыв старых связей и образование новых, приводит к изменениям убеждений, отношения к жизни и привычек. Второе. В результате у человека меняется модель поведения, он начинает действовать по-новому, в соответствии со своей мысленной картиной, которая еще не стала реальностью. И третье.
Новые действия, даже самые незначительные на первый взгляд, приводят к новым результатам, событиям и знакомствам. Реальность начинает подстраиваться под нового хозяина. Давайте теперь разберем, как правильно выполнять визуализацию желания, чтобы настроить свой мозг на притяжение мечты. Важно! Визуализацию необходимо выполнять ежедневно, до самого момента исполнения желаемого. Помните эксперимент Джо Диспензы? Нейронные связи в мозгу образуются только при многократном повторении одних и тех же мыслей. Для лучшего эффекта во время визуализации желания ваши мысли необходимо дополнять картинкой, видеороликом или вызывать в себе определенные ощущения. Разберем эту практику по шагам. Первое. Выбор объекта визуализации. Решите, что вы хотите материализовать в своей жизни. Исполнение какого желания сделает вас самым счастливым человеком? Скорее всего, у вас есть сразу несколько желаний, но пока необходимо сфокусироваться на одном. Итак, сделайте выбор, определите, какое желание у вас сейчас в приоритете. Второе – это расслабление тела. На первых порах успех визуализации определяет не красочность картинки, которую вы собираетесь вообразить. Важно научиться качественному расслаблению всех мышц с ног до головы. Вам необходимо сесть в удобную позу или лечь и расслабить все мышцы лица и тела. На это потребуется время, в среднем не менее 10-15 минут. Третье – остановка внутреннего диалога. После полного расслабления мышц постарайтесь остановить мысленный диалог, постоянно звучащий в вашей голове. С непривычки бывает довольно сложно освободить сознание от мыслей, но это необходимое условие. Для того, чтобы вам было легче отключить мыслемешалку в голове, начните концентрироваться на ощущениях в теле или сфокусируйте свое внимание на дыхании. Если мысли никак не уходят, повторяйте в уме снова и снова слог «Ом» – индуистскую мантру для медитаций. После того, как вы успокоили свои мысли, а ваше тело стало полностью расслабленным, можно приступать к визуализации. Четвертое – это подключение воображения. Представьте, что вам удалось исполнить свое желание, и прямо сейчас вы уже проживаете желаемую реальность. Что вы видите, слышите и чувствуете при этом? Никаких наблюдений за собой со стороны, визуализируйте только от первого лица, как если бы вы на самом деле проживали этот момент. Если не получается увидеть картинку, просто проговаривайте мысленно, что происходит вокруг вас в момент исполнения желания, как выглядит ваша реальность. Картинка подтянется позже. Если у вас получается представить картинку, наполните ее деталями, превратите в видеоролик. Пятое. Добавление эмоций. Эмоции позволяют нам повысить вибрации и достичь гармонии между разумом и душой. Почувствуйте радость и благодарность, как будто вам действительно удалось исполнить свое желание. Не наблюдайте за происходящим отстраненно, проживайте его максимально эмоционально. Вот оно, свершилось, желание исполнено, вас уже любят, вы уже здоровы, богаты и успешны прямо сейчас. Наслаждайтесь своей визуализацией в красках, представляя все детали и испытывайте живые, яркие, позитивные эмоции. Заканчивая визуализацию желания, скажите себе «да будет так». На первый взгляд все это может показаться очень сложным, но поверьте, чем больше вы будете тренировать свою способность к визуализации, тем легче у вас будет это получаться. А теперь поговорим о самых частых ошибках, которые допускаются новичками в процессе визуализации. Эти ошибки в свое время совершила и я сама, из-за чего мои мечты подолгу не сбывались. Ошибка первая. Наблюдение за собой со стороны. Начиная работу с подсознанием, многие забывают себя ставить в центр визуализации, в результате чего мозг неверно интерпретирует запрос и передает неправильные сигналы во Вселенную. Ошибка вторая. Отсутствие эмоций при визуализации желания. Вы можете заставить себя улыбнуться, а ощутить эту улыбку в виде радости и тепла на душе. Обязательно подключайте эмоции в момент визуализации, не наблюдайте за происходящим безразлично. Ошибка номер 3. Нечеткое представление желаемого. Чтобы достичь цели, необходимо очень четко ее себе представить. Например, вы хотите хорошую машину. Заранее подготовьтесь к визуализации и продумайте все важные для вас детали – марку, год выпуска, тип двигателя, цвет, наличие панорамной крыши и многие другие нюансы, а затем в воображении представляйте себе все необходимые штрихи.
Ошибка четвертая. Нерегулярная работа с визуализацией. Практика визуализации имеет накопительный эффект. Чтобы в вашем мозге образовались новые нейронные связи, нужны постоянные тренировки. Опираясь на собственный опыт, могу смело сказать, что загадал и забыл в данном случае не работает. Ошибка номер 5. Неправильный эмоциональный настрой. Очень важно испытывать положительные эмоции не только в процессе визуализации желаний, но и в течение всего дня. Если во время 30-минутной визуализации мы испытываем воодушевление и радость, а в течение всего остального дня уныние, тревогу и прочие деструктивные эмоции, то наш мозг моментально улавливает этот диссонанс. В свою очередь, это может стать причиной того, что желание не будет исполнено. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я искренне желаю вам, чтобы все ваши мечты и цели осуществились как можно скорее, наилучшим для вас образом. Большое спасибо за лайк и подписку на канал.